Обзор, анализ, прогноз криптовалют. Началась, как всегда, новая неделя, и мы посмотрим, что произошло с крипторынком за последнее время. Сегодня в видео, как обычно, глянем интересные новости, графики в конце ролика и парочку интересных статистических закономерностей. Начну с Bitcoin Rainbow Price Chart. Именно так называлась данная метрика. И кто ее видел раньше, заметили, что сейчас она выглядит совсем по-другому. Последний пролив цены биткоина просто вылетел за пределы данной радуги, данного чарта. И что же сделал разработчик этого чарта? Он просто перерисовал свою метрику. Теперь цена биткоина входит кое-как в последний диапазон. Историческая же цена за предыдущие годы как будто бы и не поменялась. Видимо, он не просто подвинул вверх или вниз свою метрику, он изменил наклон. И сейчас мы не просто как будто бы не достигли дна этой метрики, нам еще вполне есть куда падать. Какие выводы можно сделать глобально, исходя из того, что график поменялся? По сути, главная мысль осталась неизменной. Мы находимся где-то в районе ценового дна текущего медвежьего рынка. Но появилось одно допущение. Падать еще есть куда. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC, то есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке. В описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Однако, если просматривать данную метрику, данный скриншот, то можно сделать вывод, что дно вполне уже могло быть. Здесь рассмотрена закономерность, как вела себя цена, где располагались пики исторические и историческое дно цикла в зависимости от халвинга. У нас было 3 халвинга, нас ждет 4-й примерно в апреле 2024 года. И что примечательно, от халвинга примерно на одном и том же расстоянии находится как пик, так и хай. Проанализировав исторические данные, можно сделать вывод, что текущее время, в котором сейчас торгуется биткоин, оптимально подходит для того, чтобы начать формировать разворот. И если данная симуляция окажется верной, то во время халвинга, примерно в апреле 2024 года, цена биткоина может быть равна 35-36 тысячам, а пик биткоина примерно на 148 тысячах. Да, цена в 35 тысяч в апреле еще только 2024 года, это выглядит достаточно грустно, но если посмотреть с другой стороны, данная модель показывает, что дно сильно обновляться не будет. И на этом потенциальном развороте рынка у нас соответствующее настроение. Трейдеры находятся в экстремальном страхе, достаточно давно уже это происходит, и сегодняшний день у нас показывает по индексу страха и жадности цифру 21. Вчера была цифра 24, как в принципе и на прошлой неделе. Просто гигантский скачок произошел на метрике, которая показывает, как закрываются трейдеры, в минус либо в плюс. Так вот, как вы видите, вот эту большую нисходящую палку, не знаю, как ее еще назвать, бар, полоса. В общем, она демонстрирует тот факт, что закрывались в большом количестве в минус. То есть на этой проторговке, на этом боковике многие закрылись в минус, видимо, ожидая дальнейшего снижения биткоина. Начиная с 2016 года здесь представлена информация, и как мы видим, более массовое закрытие было только на коронадампе. В данный момент мы переплюнули показатели даже резкого падения 2018 года на дне предыдущего медвежьего цикла. Это, конечно же, наталкивает на мысли, что данное снижение, данный показатель может, так сказать, подтверждать тот факт, что дно где-то уже близко, так как повторяет тенденцию предыдущего ценового дна биткоина в 2018 году. Ну а интересуется ли кто-то биткоином на этом дне? Google тренды показывают, что определенный интерес появляется, но он все еще достаточно низок. Вот здесь у нас произошел небольшой отскок. Не факт, что мы пойдем дальше вверх, увеличивая интерес к биткоину. В
вполне возможно это всего лишь отскок, как это было, например, в апреле этого года. Пока в целом тенденция интереса в поиске Google у нас нисходящая, что тоже неплохо, потому что зависимость данного показателя достаточно наглядная. На пиках интерес большой, на дне, на развороте рынка интерес, естественно, должен быть намного меньше. Вот на такую табличку набрел в интернете, в Твиттере. Здесь у нас показывается, что текущее падение биткоина продолжается уже 364 дня. На самом деле чуть-чуть уже дольше, потому что здесь зафиксировано на 9 число, на 9 ноября, а у нас уже прошло несколько дней. Но зато данная таблица показывает наглядно тот факт, что это у нас второй по продолжительности даунтренд за всю историю. Еще больше дней мы падали вот здесь. С 13 по 15 год. Падение продолжалось 410 дней. Следующий по продолжительности был наш предыдущий медвежий цикл с 17 по 18 год. Падение было 363 дня. И вот сейчас мы переплюнули данный показатель и вышли на второе место. Если еще падение продлится 2-3 месяца, то поставим абсолютный рекорд медвежьего цикла по продолжительности. Что же у нас происходит с объемами торгов за последние сутки? Кроме биткоина, эфириума и стейблкоинов, хорошие объемы показывает только Ripple. Более $1 миллиарда проторговалось. Можно отметить, конечно, Chiliz. Начался чемпионат мира по футболу, и данная монета показала неплохой рост. Сейчас она, конечно же, откатывается, падает, и объемы торгов также немного сократились, но достаточно близки к $1 миллиарду за сутки. Что происходит у нас с выводами биткоина с бирж? После того, как все напугались крахом биржи FTX, вот здесь наглядно можно видеть, как большинство людей побежало забирать свои битки с бирж, выводя их на кошельки. Однако сейчас видим в данном показателе отскок, то есть многие, видимо, убежали, посидели, подождали и сейчас решили вернуться на бирже, залив примерно где-то 1/3 от всего выведенного. Мы доподлинно, конечно, не можем знать, с какой целью были заведены эти битки. Возможно, страх прошел, и люди продолжат торговать на биржах, а возможно, они залили их, чтобы скинуть и зафиксировать хоть что-то. Я думаю, вы слышали такую фамилию, как Вайков. Так вот, его схемка на биткоине сейчас неплохо отрабатывает. Сопоставили последние движения с классической схемой Вайкофа и увидели, что у нас вот это падение небольшое очень похоже на вот это падение. И как мы видим, если данная схема не натянута как сова на глобус, а естественно как будто бы продолжает свое формирование и будет дальше также вести себя как и в теории, то в скором времени должен последовать отскок вот в эту проторговку, в ценовые уровни примерно в 20-24 тысячи, протестировать еще раз вот этот уровень поддержки и улететь наверх, сформировав разворот. Посмотрим, так ли это будет, но для поднятия настроения мистер Вайков нам предоставил вот такую схемку, которая немного подходит на последнее движение цены биткоина. На этой неделе в США День Благодарения, в конце недели. У них будет выходной, но до этого 23 ноября в среду будет публикация протоколов FOMC. Во время них криптовалютный рынок может пошатать как следует. Данная публикация будет в 22:00 по Москве, в среду 23 ноября. Ну и кроме этого, также в этот день будут важные события, которые способны увеличить волатильность рынков. В 16:30 будет информация по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. В 18:00 будет информация по продажам нового жилья. Поэтому 23 ноября, имейте в виду, будет достаточно важный день. Парочку интересных новостей, которые обратили на себя внимание. Ripple рассмотрит возможность покупки активов FTX. Вот такая новость вышла под громким заголовком. Ripple изучит возможность покупки активов криптовалютной биржи FTX. Компанию интересуют ориентированные на обслуживание бизнес-клиентов подразделения, заявил гендиректор SEO Брэд Гарлингхаус. И он рассказал, что основатель биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид звонил ему, когда пытался привлечь финансирование для спасения бизнеса. По его словам, они обсудили, есть ли у биржи подразделения, которые Ripple захотела бы приобрести. И вот что он сказал. Часть нашего разговора была о том, что если ему нужна ликвидность, то, возможно, есть компании, которыми он владеет, и которые мы бы могли приобрести. Купили бы мы некоторые из них. Я определенно думаю, что рассмотрели бы это.
Однако Garlinghouse, CEO Ripple, добавил, что после подачи биржи заявления о несостоятельности, условия, на которых Ripple готов был приобрести активы FTX, изменились. Теперь, по его словам, заключить сделку гораздо сложнее. И еще одна новость. Байден вот на днях заявил, что призвал ужесточить международную крипторегуляцию. И снова почему? Опять-таки из-за биржи FTX. Возможно, это всего лишь причина, за которую все цепляются, проталкивая свои интересы. Однако такое заявление было. Американский президент предлагает унифицировать международные правила регуляции, чтобы применять к ним единый подход. Белый дом обратился к финансовым организациям, таким как МВФ, ФРС, с просьбой заполнить пробелы по изучению криптоактивов и разработке законов. Они ждут отчет о достигнутом прогрессе во второй половине 2023 года. И давайте теперь посмотрим, что происходит на графике биткоина. На дневке. Сразу показываю, мы по-прежнему находимся предположительно в завершающей стадии четвертой волны, и в скором времени я предполагаю разворот. Если же глянуть поближе, приблизив масштаб, давайте сразу на часовике посмотрим, чтобы не затягивать время. Так вот, в последних видосах, в предыдущих видео я предполагал, что мы находимся в треугольнике. В принципе, данная теория подтверждается. Единственное, что треугольник у нас расширился. Волна А, волна Б, волна С, Д, Е. После этого данный пик пробит не был, и у нас начало формироваться нисходящее движение. Цель данного нисходящего движения — это вот этот минимум, примерно на уровне 15600, зону я отметил, и вполне вероятно мы сюда сможем прийти в скором времени. На что похоже вот это нисходящее движение. И здесь пока сформировано, судя по всему, две волны. 1, 2, 3, и с большей вероятностью будет еще волна 4 и 5. Цель волны 5, еще раз повторю, вот примерно в этой зоне. И после того, как будет выполнена данная минимальная цель, это вполне может быть концом вот этих глобальных двух волн. С, которая в четверке. И после этого появляется большая вероятность того, что мы, если не развернемся, то сформируем хороший отскок наверх. Вот такая тенденция пока для меня в приоритете. Что у нас по эфириуму? Здесь аналогичная ситуация, также движение похоже на треугольник. Также мы идем вниз, и целевая зона у нас вот на этом минимуме. Мы почти достигли этой зоны, но вполне еще разок можем снизиться. Давайте посмотрим две популярные монеты, которые сейчас торгуются. Это у нас Chiliz, давайте посмотрим. Так, на 4 часах глянем. В последний раз, когда я смотрел эту монету, предполагалось, что будет 3 волны наверх. Еще одна волна растянулась, но вниз мы все-таки пошли. Вот эта волна пошла вниз. Цель данной волны примерно на уровне 0.15. 0.155 даже, если мы будем формировать зигзаг. Вполне здесь можем еще закрутиться, например, в тот же треугольник. Будем дальше формировать боковик и пойти вверх. Однако приоритетным вариантом я пока оставляю предыдущую структуру. Сейчас мы пробили скользящие средние, ушли под них, закрепились. Думаю, приоритетным вариантом это будет тестирование данных скользящих снизу вверх и еще одно снижение до отмеченной зоны. Посмотрим Ripple. По Ripple показывают неплохие объемы торговые за сутки. И что у нас здесь происходит? Если смотреть на дневной таймфрейм, то здесь ничего хорошего. Мы ушли под скользяшку 200-ку среднюю, протестировали ее снизу вверх, не пробили. Сопротивление достаточно сильное, и здесь также в приоритете снижение. Пока Ripple находится в нисходящем движении, и каких-то точек входа в лонг здесь нет. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Telegram, регистрируйтесь по ссылке в описании на бирже BinX. Всем удачной торговли и счастливо!